Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Давайте посмотрим, что спешит вашу жизнь. Спешит стабильность, но, смотрите, возможно, по четверочке это стабильность, да, когда мы можем что-то покупать, может быть ремонт, может мы переезжаем в новые, лучшие условия, да, вот, не для всех это покупка прям дома, но переехать, снять что-то, да, более выгодное, более комфортное, здесь даже не про выгоду, а про комфорт, да, то есть здесь какое-то улучшение, стабильность идет в вашу жизнь, и у вас будет время отдохнуть, у вас будет время помедитировать, да, и здесь будет время у вас, когда нужно будет строить последующие уже планы, да, вот это я достигла, теперь что дальше, но нужно сначала будет успокоиться. Девятка кубков, может быть пресыщение благами у вас, да, и здесь какая-то будет неуверенность, поэтому в тот момент, пожалуйста, нужно работать, ваши здесь мечты могут сбыться, еще какие-то мечты могут сбыться, но нужно поднять свою самооценку. Девятка кубков, да, либо, смотрите, иногда люди начинают что-то отмечать, что-то праздновать, и они в этом просто зависают, понимаете, поэтому это очень опасно. Почему у людей быстро деньги сливаются, да, например, получил свою стабильность, тебе бы хватило это там, образно говоря, да, твоей семье на 3 года, вот просто жить, даже не работать, да, просто жить, кушать, одежда есть, за свет там заплатить, вот образно говоря, да, но люди начинают праздновать это, и они сливают все деньги, потому что они не могут остановиться. Когда человек не может остановиться, он это понимает, да, падает еще ниже самооценка, опять-таки, просто прикрывается то, что у вас раскрылось, понимаете? Поэтому стабильность, четверка, это хорошая стабильность на какой-то период, когда я могу спокойно жить, да, в моей семье все хорошо, есть у меня семья, либо нету, у меня, значит, все хорошо здесь, да, по финансам, здесь какая-то документация может проходить, что-то можно оформить, что-то переоформить и так далее, то есть все хорошо у меня в доме, с домом, да, где я живу и так далее. Вот, давайте я посмотрю, о чем здесь девятка кубков перевернута. А ну, раскройте мне ее. Здесь какая-то будет тайна, верховная жрица. Может быть, не тайна, скорее, раскройте еще девятку. Смотрите, здесь верховная жрица перевернута, она может говорить про тотальную усталость, когда я больше не могу, то есть четверку, да, это еще не девятка, не десятка, не новый какой-то прям период, да, огромный, шикарный, например, вот, но четверка над четверкой, чтобы ее достичь, тоже нужно работать, да, тоже нужно вкладываться в это, по жезлам, этот человек постоянно работает, что-то делает и так далее, добивается этой четверки, да, и вот эта тотальная усталость, она может вам ударить по самооценочке, да, потому что вы можете, все-таки здесь потом идет четверка мечей, то есть вы можете, как немножечко приболеть, понимаете, немножечко приболеть. Из-за этого у вас может пойти что-то вниз, появятся сомнения, а могу ли я еще чего-то достичь в этой жизни, а хочу ли я, потому что вот мне вот так, может быть, тяжело все это далось, да, это четверка, вот, поэтому здесь, смотрите, здесь вам нужно отдохнуть обязательно. Как только получаете свою стабильность, да, когда вы понимаете, у меня достаточно денег, одеться, обуться, пожалуйста, уделите время своему физическому, психоэмоциональному состоянию. Это нужно закрепить. Победы, поймите меня правильно, победы нужно закреплять, чтобы они оставались в памяти, чтобы когда сложно было в следующий раз, да, вы могли вспомнить, да нет, подожди, я здесь победила, да у меня все хорошо, я просто, может быть, сейчас я устала, и мне нужно уделить время себе, и мне нужно помочь сейчас себе, да, чтобы потом достигать чего-либо дальше и больше. Поэтому, дорогие друзья, всегда нужно думать о себе, да, конечно, что вам здесь поможет все-таки дольше остаться в четверочке в этой. Императрица, еще раз обратите внимание на свое здоровье, обязательно здесь детородные органы у кого-то из вас могут быть, да, либо опять-таки императрица еще раз говорит о также само тотальной усталости, да, из-за этого может быть вот по жрице перевернуто, как, знаете, как это по-русски, как запаморочение, да, когда ты, как бы ты не видишь реальность этой жизни, да, вот ты просто в этом таком состоянии шоковом каком-то, да, вот на тебя свалилась эта стабильность, свалилось это счастье, и ты вот замираешь в этом, и ты думаешь, что сейчас какой-то будет обязательно подвох, и ты начинаешь это крутить, да, то есть и здоровье падает, опять-таки, значит, получаете свою стабильность, сразу вкладываете в себя, запомните, если вы будете раздавать, вот пришли к вам, например, какие-то деньги, хотели вы эту сумму, не хотели, может быть,
больше может прийти, ну неважно, да, приходит к вам сумма денег. Сначала себе любимым. Что я могу? Я могу отдохнуть, не нужно думать, что на эти деньги я еще 2 месяца проживу потом когда-нибудь. Вы понимаете, закреплять, ну нужно... Ну, не уходить на года, да, в это празднование вот этой вот стабильности. Поймите, должен во всем быть ресурс, поэтому закрепить положительно нужно. Я получаю хорошую сумму, да, улучшение моей жизни, я еду отдыхать. Если я сейчас не могу, не знаю, там, ну, образно, в Турцию, в Египет, да, я поеду сейчас на речку, я сниму там домик, либо я просто закроюсь, я куплю себе еды на неделю, я буду лежать, медитировать, да, и смотреть приятные, вдохновляющие, например, фильмы, либо какие-то тренинги, еще что-то. То, что мне нравится, то, что меня поднимает, да, эмоционально меня заряжает. Вот так нужно к себе обращаться. И когда вы вкладываетесь в себя и говорите: Вселенная, посмотри теперь, какая я красивая, какая я здоровая стала, благодаря тебе, ты дала мне денежек, я в себя вложилась, Боже, я тебя люблю, Вселенная, о, ну классно, наконец-то дошло, да, зачем я ей, либо ему даю деньги, на тебе еще, и она обязательно еще раз посмотрит, в следующий раз вы вложитесь в себя так же само, либо нет, да, и тогда она будет решать, открыть тебе все-таки, да, вот этот из 4 выход, дать тебе больше еще, либо ты все-таки еще не готов, не готова. Поэтому вкладывайтесь всегда в себя. Каждый из вас есть ценность, когда каждый человек здесь на земле, да, в этой системе это поймет, мы будем жить, как говорится, и по губам будет течь у нас мед. Вот такая стихоплетка я сегодня. С уважением, София. Приглашаю вас ко мне на ментальные чисточки. Помните, пожалуйста, что не только одежду нужно менять, ее стирать, да, не только тело нужно мыть, нужно заботиться о своих ментальных телах так же само. И напоминаю, что 21 декабря, день зимнего солнцестояния, очень мощный энергетический день. Я буду делать ритуал, приглашаю вас принять участие, оплата доступна всем. Поэтому пишите мне в директ, либо по номеру телефона. С уважением, София.